Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 12 мая. Поговорим о народном празднике Дне 9 целителей, что в этот день делали на Руси, как в этот день вы можете избавиться от любых проблем в своей жизни. Также поговорим о том, как сегодня вы можете укрепить свое здоровье и о чем расскажут приметы этого дня. Друзья, далее все более подробно в этом видео. 12 мая в православном календаре этот день отмечен как День памяти 9 мучеников кизических или День 9 целителей. Это Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Жили они в III веке в Малой Азии, в городе Кизик, и все были заданы одной целью и проповедовали христианство. Местные правители того времени были язычниками. По их приказу святых нашли и арестовали. 9 мучеников были пойманы, засланы в камеру и подвергались различным пыткам. На месте, где совершались ужасные вещи, были построены храмы и мощи святых мучеников и были перенесены туда. В храмы стали ходить и почитать их мощи как чудотворные. Мученики помогали вылечиться от любых болезней, а сегодняшний день повышает вероятность этого в разы. Для этого человек, пришедший в храм, должен обращаться с молитвой ко всем 9 мученикам и просить защиты и исцеления от своего недуга. В народе же этот праздник называли День 9 мучеников или 9 целителей Божьих. 12 мая люди были убеждены, что святые помогают преодолеть различного рода болезни и ужасные эпидемии того времени. Помимо этого, предки ссылались на то, что сегодняшний день был очень силен, а молитвы были максимально эффективными и действенными. По традиции, в мае обещают еще 2 небольших мороза. Первый начнется, когда зацветет черемуха в саду, а второй, когда полностью распустится дуб. Иногда эти 2 события происходили почти в одинаковое время и в одинаковый период. Это радовало наших предков, а они, в свою очередь, улыбаясь, говорили, что май их балует за хорошее поведение. На самом деле так оно и было. Люди очень верили, что если погодные условия идут к ним навстречу, то они все делают честно и правильно. Следят за природой, ухаживают, удобряют, убирают и даже молятся. Значит, ничего не нарушают и все делают согласно внегласных правилах и в народных приметах. Деревья в этот период были очень красивые. За ними было принято наблюдать, они завораживали своей красотой. Распускались день за днем, становились красивее с каждым часом в период цветения. Но люди находили в этом не только эстетическую красоту, они обращали внимание на приметы, которые могли им дать понимание и уверенность в завтрашнем дне. Когда видели, что дуб раньше распустит свои листья, чем ясень, то будет лето без дождей вовсе. Если вишня разрасталась и начинала пышно цвести, то в цветении и красоте ржи не сомневались уже ни на капельку. А если наблюдали позднее цветение рябины, то и лето будет поздним. Осень отодвинется на пару недель и начнется явно с теплых месяцев. На урожай овса людям указывала осина. Если она отлично цвела, то и урожай овса был аналогичный и наоборот. По такому же принципу орешник указывал и на проса, которое было очень важно. Пшено и муку использовали все, но оно должно было быть у каждой хозяйки в доме. Если журавль вьет гнездо в низине, значит хлеб можно уже бежать сеять на влажных местах. Если же на высоте, то еще будет прохладная земля для хлеба и стоит повременить. Сегодня люди с трепетом наблюдали и за природой, записывали свои наблюдения, сопоставляли с традициями и делились с людьми своими взглядами и предсказаниями на будущее.
А вечером могли собраться все за уличным столом и рассказывать за свои дальнейшие планы, согласно предстоящей погоды и расписанию дождей и солнца. Люди очень любили весну, зашепот деревьев, хруст свежей травы и уже были поздние закаты. Поэтому они иногда собирались вечерами на улице просто, чтобы насладиться теплом, нежным весенним ветром. Некоторые для своего же здоровья в полдень старались выйти на дорогу и подставить лицо к теплому ветру. После такого небольшого ритуала они говорили, что здоровье им прибавилось на целый год. По традиции сегодня стоило отличиться хорошими делами. Неважно, с чем они должны были быть связаны или в чем быть проявлены. Но по-хорошему на это стоило обратить внимание. Данная традиция была выдумана скорее для детей, чем для взрослых. Ведь все правила и традиции хорошо дисциплинировали и учили молодежь, как и когда правильно что-то делать. Такие добрые дела приучали к их повторам раз за разом. Детям нравилось, когда за хорошие и благие поступки их поощряли, а родители видели, как их дети растут и становятся прекрасными и добрыми людьми. Согласно народного календаря, день был назван в честь 9 целителей. И одним из популярных обрядов в этот день был заговор от 9 напастей. Его произносили, дабы улучшить свою жизнь, изменить и что-то поменять в ней. Конечно же, только в лучшую сторону. А если кто-то хотел максимального результата или усилить действия в 2 и больше раз, то обязательно нужно было сделать это в течение дня В течение этого дня нужно было сделать 9 добрых дел. Также 12 мая обязательно наши предки обращали особое внимание на сны, которые по поверьям народным были вещими. Им доверяли и были уверены в их осуществлении в ближайшее время. О них никому не рассказывали, про них не вспоминали и не заикались, так как они могли, к сожалению, не сбыться. Ни в коем случае нельзя было и пакостить сегодня, устраивать подлые вещи кому-либо. Не уподобляйтесь таким людям, не смотрите в их сторону и обходите таких людей 10-й дорогой. Даже если они поступили подло с вами, поверьте, они не заслуживают и доли внимания к вам, и тем более негатива в вашу сторону. Наше время и силы куда важнее, чем их трата на такое бескорыстное дело. Поэтому рекомендуем в этот день, 12 мая, сходить в церковь, поставить свечку за здоровье и, конечно же, постараться очистить душу и успокоиться. Также 12 мая именины отмечают Артем, Иван, Федот и Филимон. Также в этот день все народные приметы рекомендуют собирать травы, ведь они в это время обладают особенной целебной силой. Они способны излечить даже самые серьезные болезни. Из них готовят чаи, отвары, а также примочки. Запрещается в этот день не покидать свое жилище, в противном случае можно подхватить болячку. Поэтому в этот день необходимо пройтись по улице, напитаться солнечным светом. Говорят, что в этот день солнечные лучи могут принести удачу и прекрасное настроение. Почти все народные приметы и поверья запрещают в этот день завидовать. Иначе наши предки считали, что святые могут прочувствовать, что человек затаил за душой камень и могут наказать его болезнями и всевозможными неприятностями. В этот день даже белая зависть может обернуться негативными последствиями. Также в этот день запрещается делиться с кем-либо своими планами на будущее. Из-за непредвиденных препятствий они так и не смогут воплотиться в жизнь. Отметим, что для планирования будущего этот день является идеальным. Все задуманное может в кратчайшие сроки сбыться. Также в этот день запрещается окунаться с головой в водоемы. Согласно народным приметам, водяной может схватить вас за волосы и утащить в свое царство. Искупаться в чистом озере или реке можно, только ни одна болезнь тогда не сможет к вам пристать. Также запрещается в этот день просевать муку. Если ослушаться данного запрета, то очень скоро вы начнете терять зрение. Это будет настолько быстро, что к старости вы станете слепым.
Нельзя в этот день убирать пыль с мебели, особенно это касается высоких шкафов. Если вы ослушаетесь данных запретов, то можете потерять связь с влиятельной особой или же близким родственником, от которого зависит ваше успешное будущее. Также в этот день, 12 мая, запрещается перекладывать свои обязанности на плечи других людей. Исполнитель может навлечь беду и на себя, и на того, кто попросил. В итоге решать навалившиеся проблемы придется лишь через потерю, как в финансовом плане, так и в плане социальных навыков. Также в этот день, друзья, вы можете избавиться от всех проблем, проведя определенный ритуал. Этот ритуал проводится один раз в году, 12 мая, в День Великих Целителей. Поэтому 12 мая в любое время суток вам нужно найти большие деревья. Можно просто высокие и станьте с ними рядом. Затем откройте телефон и прочитайте тихонечко 3 раза следующие слова. Деревья большие, стволы крепкие, заберите мои невзгоды к себе. Как ветер придет, он их от вас заберет, в пыль превратит, в землю закопает, чтобы их никто не нашел никогда и не пришла больше никакая беда. Это вы можете, друзья, сделать и во время обеденного перерыва, если вы сегодня 12 мая работаете. Далее вам нужно посмотреть на икону 12 целителей и рассказать о своих каких-то проблемах, от чего вы хотите избавиться. Старайтесь говорить мысленно, но лучше шепотом. После того, как вы все рассказали, вам нужно уйти, ни в коем случае не оборачиваясь. И придя домой или придя на работу, если вы делаете это во время обеденного перерыва, обязательно нужно помыть руки и умыться. И только после этого вы уже можете разговаривать с кем-либо и заниматься своими прямыми обязанностями. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 12 мая 2022 года. Приветствуем наших подписчиков. Итак, друзья, по лунному календарю нас сегодня с вами ожидает 12 и 13 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Весы. Вы знаете, сегодня наступил тихий и спокойный день. День победы мудрости над чувствами и умом. Это и день успокоения и величия духа, день уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Молитвы этого дня обязательно будут услышаны. В этот день не будет никаких энергетических всплесков, вспышек негатива и проявлений темных сил. Однако и буйству фантазии, агрессивному напору в делах сегодня тоже нет места. Это абсолютно гармоничный во всех отношениях день, который приносит в душе умиротворение. Не допускайте сегодня, пожалуйста, никакой спешки, торопливости и суеты. Это лишь вам навредит. Пусть все идет так, как идет, до поры, до времени. Не старайтесь вмешиваться в ход событий. Далее, друзья, поговорим о стрижке волос в этот день. Знаете, что подстригая волосы сегодня, вы рискуете нарушить порядок жизни, что может повлечь за собой изменение судьбы не в лучшую сторону. Если вы посетите сегодня парикмахера и пострижетесь в этот день, то вы рискуете не только испортить стрижку, но и получить травму в ближайший месяц. Поэтому, несмотря на все вышесказанное, этот день все-таки хорошо подходит для посещения салона красоты. Кератиновое выпрямление или химическая завивка по минимуму навредят вашим волосам, что поможет им выглядеть хорошо. Исключение составят лишь те, чьи волосы от природы сухие и тонкие. Оздоровительные процедуры – это отличный выбор для сегодняшнего дня. Волосы получат нужные витамины и жизненные силы, что способствует их улучшению. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями привлечет деньги. Придумайте себе сейчас что-нибудь оригинальное на голове. Такая прическа решит проблемы в делах и любви. Но обращаем ваше внимание, сегодня не время жаловаться, плакать и жалеть себя, потому что есть вероятность застрять в этом состоянии надолго. Плохой знак – это разбитая посуда и пролитая жидкость. И считается, что это знак страдания, одиночества. Примите и проживите это состояние, и оно обязательно пройдет. Вот такой, друзья, у нас с вами лунный календарь и народные приметы на 12 мая 2022 года.
С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании в этом видео. Также, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране вы, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.